Добрый день! Мы рады приветствовать всех подключившихся. Меня зовут Татьяна Савко, и я отвечаю за развитие платформы Frisbee. Сегодня я буду модератором нашей встречи. В эфире со мной мои коллеги Александр Ферако, руководитель разработки платформы Frisbee, а также Александр Костюкевич, бэкэнд-разработчик нашего продукта. Сегодня мы поговорим о том, зачем нужен корпоративный мессенджер в целом, что такое наш продукт Frisbee, разберем подробно его функционал и интерфейс, расскажем, как работает отдельное веб-приложение для администрирования пользователей мессенджера, а также проговорим, как организована архитектура различных вариантов нашего мессенджера и расскажем о его лицензировании. Просим вас задавать вопросы по ходу нашей встречи. При наличии вопросов мы остановимся после каждого блока. И, конечно же, обязательно оставим время для сессии вопрос-ответ в конце. Итак, зачем же нужен корпоративный мессенджер и чем он отличается от публичного? Сегодня в нашей жизни много популярных публичных мессенджеров. И не все понимают необходимость создавать отдельную экосистему для рабочей коммуникации. Мы же приступили к разработке Frisbee еще в 2019 году, когда это не было мейнстримом. И уже тогда мы пришли к выводу, что коммуникация в корпоративной среде должна производиться и происходить в неком защищенном, закрытом контуре, при этом обеспечивая удобство общения и доступ к истории чатов. Так появился Frisbee. Далее последовала пандемия, потом ввели санкции, а сейчас публичные мессенджеры превращаются в глобальные платформы распространения информации. Мы неоднократно убедились в том, что и госсектор, и бизнес нуждаются в отдельном корпоративном решении для коммуникации. Публичный мессенджер не гарантирует безопасность ваших данных. Сервера данных компаний хранятся и находятся в других странах, и вы не знаете, кто имеет доступ к вашим данным и когда. И дело не только в возможных утечках информации. Сегодня публичные мессенджеры – это огромное количество инфошума, который, безусловно, отвлекает ваших сотрудников и тормозит производственные процессы. Frisbee же – это отдельное пространство корпоративного общения. Когда вы получаете сообщение во Frisbee, вы однозначно понимаете, что это по работе. Благодаря структурированности коммуникации во Frisbee, благодаря пространствам, которые позволяют разграничивать сотрудников по подразделениям, по проектам, вы понимаете сразу по существу какого вопроса это сообщение и к какому проекту это относится. Кроме того, во Frisbee формируется база знаний компании, так как вся информация и документы сохраняются даже после увольнения сотрудника и деактивации его профиля. Более подробно о нашем продукте расскажут мои коллеги Александры, и я передаю слово Александру, руководителю проекта Frisbee. Саша, тебе Спасибо, Таня, за представление. Всем добрый день, меня зовут Ферако Александр. Сейчас я вам немножко расскажу про наш мессенджер. Он является кроссплатформенным приложением, которое будет и может располагаться как на iOS, на Android клиентах, в том числе она поддерживает работу на macOS, Linux и Windows. И в том числе у нас есть веб-приложение, которое работает на всех популярных браузерах. Frisbee представляет собой предназначено для коммуникации корпоративных клиентов, в том числе содержит в себе все популярные и необходимые функции, которые есть в публичных мессенджерах, а также предназначена для развертывания и безопасного хранения данных. Сейчас я вам продемонстрирую вообще, как выглядит наше приложение, а что оно из себя представляет. После регистрации в приложении либо авторизации пользователь попадает на главную страницу, так называемое домашнее пространство. Сейчас вы видите на экране список чатов, которые будут доступны для пользователей. Здесь будут храниться все личные переписки с различными пользователями. В том числе есть группы, информационные каналы, в которых могут состоять все пользователи приложения. По функционалу мессенджер ничем не отличается от всех публичных мессенджеров. В нем есть и просмотр медиафайлов, есть возможность отправки карточки контакта пользователей. Например, если
пользователь зарегистрирован в приложении, можете отправить его карточку контакта, либо отправить карточку контакта пользователя, который синхронизирован из телефонной книги. Помимо этого у нас есть функционал и опросов, который позволяет устанавливать таймер завершения опроса, и вариативность вариантов ответов. Их может быть несколько, либо один вариант ответа. Помимо этого мы поддерживаем работу с файлами. У нас разрешена отправка любых файлов, кроме формата .exe, в целях безопасности. Также есть удобный поиск, который позволяет искать по всем сущностям приложений, в которых состоит пользователь. Например, это могут быть группы, каналы, какие-то ссылки. И есть очень удобный фильтр, который позволяет фильтровать возможность поиска либо по всем сущностям, либо по отдельным пространствам. Проще говоря, о пространствах. Что оно вообще из себя представляет? Пространство — это предназначено для того, чтобы структурировать переписку пользователя для каких-то, возможно, отдельных структурных подразделений вашей компании. Например, есть компания, в которой есть отдел закупок. Вообще, чтобы пользователи все могли общаться конкретно в конкретном пространстве, это и создано, потому что порой, когда пользователь начинает общаться в общем каком-то спейсе, все, переписка перемешивается, происходит хаос. Помимо этого у нас очень продуманный механизм автодобавления пользователей после регистрации. Например, у вас приходит новый сотрудник в компанию. Для того, чтобы пользователю не искать, куда ему необходимо что-то вступить, администратор нашего бэк-офиса, то есть панель администрирования пользователей, задает определенное правило, и пользователь после регистрации попадает уже в нужное пространство, нужные чаты. Чаты могут быть различные, например, вот на примере отдела закупок это и новости по бюджету, где могут состоять все пользователи, либо могут быть какие-то определенные пользователи. У нас есть возможность создавать как открытые и закрытые группы, так и открытые и закрытые информационные каналы. В том числе есть очень удобная видеоконференц-связь, которая позволяет сразу из мессенджера создать, сейчас я продемонстрирую, создать видеозвонок с пользователями. Если необходимо, чтобы их пользователи были, помимо тех пользователей, которые будут зарегистрированы в самом приложении, вы можете поделиться с ними ссылкой, и они также перейдут в данную видеоконференцию. Видеоконференция позволяет поделиться экраном трансляции своей рабочего стола, либо какого-то отдельного пространства вашего устройства, и различные другие функции, которые есть во всех мессенджерах. Сам профиль пользователя интуитивно понятен, в нем есть ряд удобных функциональностей. Вы можете самостоятельно заполнить имя, фамилия, отчество, указать свою должность. Контактные данные — это может быть электронная почта, какая-то дополнительная рабочая, мобильный номер телефона, основной, дополнительный и различные другие удобства. Сами настройки нашего приложения позволяют для пользователей выбирать при необходимости светлую либо темную тему, возможность изменения размера шрифта, если у кого-то, например, плохое зрение, необходимо увеличить шрифт. Язык английский, русский возможность, и есть очень удобная функция — это конфиденциальность. Конфиденциальность помогает скрывать свой номер телефона. В случае это может быть, если какая-то есть строгая иерархия в компании, что, например, не хотят, чтобы руководителя видел никто номер телефона, вы можете номер скрыть, и никто из сотрудников этот номер видеть не будет. Помимо этого есть удобная функция по очистке истории всех сообщений, которая позволяет одним кликом совершить всю очистку истории сообщений на вашем устройстве. Двухфакторная аутентификация по умолчанию для всех пользователей при регистрации открыта, включена, и таким образом мы увеличиваем и улучшаем дополнительную защиту. Подключенные устройства позволяют видеть все ваши сеансы, которые у вас авторизованное устройство. По необходимости вы можете завершить какой-то сеанс, и устройство будет отключено. Это из основного функционала, который есть у нас в приложении. Татьяна, возможно, есть какие-то еще вопросы, которые уже появились от наших зрителей? Да, Саш, наши зрители спрашивают, можем ли мы развернуть мессенджер на своем сервере и сколько чатов можно закрепить в мессенджере. Что касается чатов, закрепление чатов у нас не ограничено количество, мы можем закрепить необходимое количество чатов, и они у нас сразу будут отображаться в списке чатов. По поводу развертывания
Мы можем развернуться на любом сервере. Я думаю, что про это уже более подробнее расскажет мой коллега Александр. Передам слово. А пока есть еще пару вопросов. Можем тогда вернуться к вопросам, до потом архитектуры, да. Спрашивает Сергей, есть ли в приложении чат-боты? Да, чат-боты у нас есть. Также у нас планируется и уже началась разработка по нашему отдельному бот-креатор. Это что-то похожее, что есть сейчас в Telegram, бот-фазер, что придаст удобство пользователям при необходимости сразу управлять ботом и его настройками. Спасибо, Саш. И про секретные чаты уточняют. Секретные чаты у нас есть. Расскажу немножко больше подробностей про секретные чаты. Они у нас доступны только на мобильных устройствах. Секретные чаты позволяют нам контролировать совершение скриншотов пользователей. Например, на iOS, если пользователь совершил скриншот, то для обоих участников сразу отобразится системное уведомление о том, что совершен скриншот, либо ведется видеозапись. Для Android устройств у нас в этом случае у пользователя появится черный экран вместо совершенного скриншота, также будет системное уведомление. Что касается безопасности хранения данных и переписки, все сообщения у нас запрещены к пересылке, нельзя ничего скопировать, нельзя ничего скачать, то есть максимальная защищенность. В том числе у нас используется end-to-end шифрование, которое позволяет нам хранить все данные с клиентов на сервере в зашифрованном виде. То есть, если у вас каким-то образом, не знаю, там социальная инженерия произошла, что взломали сервер, то в любом случае злоумышленники никаким образом не получат данные к этим зашифрованным данным. Вот это касательно наших секретных чатов. На веб-версии, соответственно, этих чатов нет. Саша, еще вопрос по теме. В чем принципиальная разница между пространством и папкой для хранения выбранных чатов, личных и групповых? Наверное, одно из главных наших преимуществ, которое я уже говорил, в том, что у нас есть возможность, помимо вот этой структуризации всех наших подразделений, которые могут общаться в конкретном, например, как я приводил пример отдел закупок, у нас есть возможность администрировать пользователей и управлять ими. Если у вас большая компания, большой штат сотрудников, не всегда все сотрудники могут своевременно сортировать свои сообщения, потом говорить вам, что я не заметил это сообщение, оно мне где-то пропало. То есть мы позволяем сразу всем новым сотрудникам, которые будут прибывать в вашу компанию, автоматически добавляться в нужное пространство, в которых уже будет конкретно необходимые чаты для его последующей работы и коммуникации с коллегами. Ну, может быть, я еще добавлю от себя. То есть, если у нас есть различные департаменты в рамках организации, к каждому департаменту относится ограниченное количество сотрудников. И есть сотрудники из смежных подразделений, которые также к этому департаменту могут относиться. Соответственно, мы создаем отдельное пространство для коммуникации данных людей. В рамках этого пространства мы уже создаем и структурируем нашу информацию по, ну, скажем так, группам, либо каналам коммуникации. Это иерархия структурирования нашей информации, наших корпоративных данных. Все верно. Саш, еще есть вопрос об интеграции с телефонией. Скажи, пожалуйста, у нас есть интеграция с телефонией? Да, у нас есть возможность интеграции с SIP-телефонией, если вопрос касательно этого. Я думаю, да. Спасибо большое. Я думаю, что мы можем переходить к обсуждению следующего блока, так как на сейчас вопросы закончились. Хорошо. Тогда мы можем перейти к демонстрации панели администрирования пользователей. Сейчас я покажу вам, как у нас это выглядит, как это у нас устроена наша внутренняя кухня и внутренняя кухня пользователей, которые будут заниматься данной работой. На экране вы видите у меня список пользователей. Это все пользователи, которые сейчас зарегистрированы во Frisbee. Что вообще себя здесь представляет? У нас есть поиск, который позволяет своевременно найти необходимого пользователя по номеру телефона, либо же по его внутреннему ID бэк-офиса, то есть нашей панели администрирования, либо же по имени, фамилии. Есть различные статусы, фильтры, которые позволяют отсортировать пользователей по необходимым значениям, добавить пользователя также просто и удобно, введя его номер телефона.
указать инициатора добавления, например, к вам обратился, не знаю, там, главный бухгалтер попросил добавить бухгалтера, либо еще какие-либо обращения по пользователям. Помимо этого, мы можем добавлять пользователей через загрузку CSV файла. Например, сейчас продемонстрирую. У нас сразу появилось 2 пользователя. А также у нас есть возможность деактивации пользователей таким же образом через загрузку CSV файла. И третий способ добавления пользователей у нас это через Active Directory. У нас есть интеграция с Active Directory, которая позволяет импортировать пользователей из Active Directory клиента в бэк-офис, возможность деактивировать импортированных пользователей из Active Directory клиента в бэк-офисе и возможность добавлять пользователей к определенной организации бэк-офиса. Про организации я остановлюсь чуть попозже. Сейчас вернемся к нашим пользователям. Вообще у нас есть карточка пользователя. Сейчас я продемонстрирую на зарегистрированном пользователе, что она из себя представляет. Это профиль пользователя в бэк-офисе. Мы видим здесь способ регистрации пользователя, это его номер телефона контактный. Сразу отмечу, что номер телефона можно изменить при необходимости, если пользователь утратил свое устройство, либо сим-карту, либо какие-то еще другие на то причины. Помимо этого, дата добавления пользователя, то есть тут весь основной функционал, который, то есть инициация, ответственный пользователь, организация. Про организацию, как я сказал, чуть попозже расскажу. И есть отдельный раздел «Безопасность». Здесь мы можем отследить, включена ли у пользователя двухфакторная аутентификация, есть возможность сбросить двухфакторную аутентификацию. Бывают случаи, что пользователь ее забыл после отпуска, либо же утратил свою почту и не может попасть в приложение. В этом случае приходит на помощь сотрудник бэк-офиса. И в том числе очень важно, у нас есть возможность очистки истории сообщений пользователя. Это на тот случай, если у пользователя один авторизованное устройство, которое он утратил, и там есть какая-то важная переписка. Все это можно очистить. Помимо этого есть раздел «Логины», который позволяет отслеживать авторизованное пользовательское устройство и вылогинивать из бэк-офиса при необходимости. Пространства, в которых состоит пользователь, группы, каналы, то есть все основные функции, в которых, сущности, в которых состоит пользователь, они все отражены в бэк-офисе. И есть логирование, это позволяет отслеживать запросы его СМС, это больше необходимо для нашей технической поддержки в случае, когда, например, пользователю не пришел код. Далее хотел бы перейти к разделу пространства. Это то, что предназначено для структуризации нашей переписки. В принципе, здесь все просто и понятно. Список всех пространств. При необходимости можно зайти в пространство и изменить его владельца, удалить пространство, архивировать пространство. То есть у нас эти все функции доступны. По организациям. Организация представляет из себя 2 типа. Это может быть подрядчик, либо ведомство. В чем отличие? В том, что подрядчики могут быть организации, например, вы добавляете пользователей, которые, не знаю, осуществляют доставку воды, вы хотите, чтобы коммуницировали с ними через приложение, либо же, не знаю, они на постоянной основе работают у вас в офисе, какие-то аутстаффинги и так далее. То есть вы можете их разделить, отсортировать отдельным типом организации, чтобы для удобства было отслеживать их жизнедеятельность в приложении. Сотрудники бэк-офиса – это раздел, в котором также отражен список пользователей, но уже именно пользователи, которые будут являться администраторами бэк-офиса и уже управлять пользователями. Здесь, в принципе, я долго останавливаться на этом не буду, здесь тоже все интуитивно понятно и при необходимости уже более подробно продемонстрирую. Системный журнал позволяет отслеживать все действия ваших сотрудников бэк-офиса, то есть он довольно-таки широкий, различные действия над пользователем есть возможность отследить, например, кого добавили, кого деактивировали, активировали, изменили номер и так далее. То есть очень большой широкий перечень различных отчетов есть. Что это из себя представляет? Например, вы можете выгрузить количество активных пользователей за определенный период времени. То есть удобный календарь, который позволяет выгрузить данные по пользователям и отследить, сколько пользователей же у вас активно пользуются и работают в этот день. По основному функционалу бэк-офиса постарался кратко пробежаться, рассказать основные моменты. Возможно, Татьяна, опять у нас возникли какие-то вопросы, и уже можем более подробнее пользователей сориентировать по ним.
Да, появился вопрос касательно бэк-офиса. Вы говорите, что сотрудники бэк-офиса управляют аккаунтами пользователей. Значит ли это, что они могут видеть чужую переписку? Нет, такой возможности у нас нет. Просматривать чужую переписку у нас никто не может, тем более сотрудники бэк-офиса. И, в принципе, вот похожий вопрос с упоминанием создателя Telegram Павла Дурова. Вчера, на самом деле, вышло интервью, он рассказывал, что в его мессенджере переписка безопасна. В то же время сама компания может модерировать контент. Как обстоят дела в этом ключе во Фрисби? Смотрели ли вы интервью? Ну, по сути, наверное, ты ответил уже на этот вопрос. Да, вся ответственность лежит на самих пользователей. У нас есть возможность модерации самих групповых чатов админами, владельцами этих групповых чатов. То есть извне мы как-то повлиять на собственную кухню компании не можем, и отслеживать их какой-то нежелательный контент также мы не можем, потому что мы этого не видим. Спасибо, Саша. И крайний вопрос. Как проходит процесс развертывания фрисби? Это как раз, наверное, уже вопрос к Саше будет, да, я думаю, что Александр уже, наверное, в рамках модуля про мультисервисность более подробнее расскажет про этот вопрос. Да, я там видел был также вопрос, можно ли развернуть сервер мессенджера на своем сервере. Да, это речь идет о мультисерверности. Мультисерверность — это решение, которое позволяет компании использовать продукт Frisbee Messenger и при этом иметь свой отдельный сервер, где будут храниться все данные компании. Давайте рассмотрим на примере. Имеется компания A, в которой работают более 5000 сотрудников. И в настоящее время для своей повседневной работы сотрудники компании пользуются общедоступными мессенджерами, такими, например, как Telegram, WhatsApp, Viber, а также электронной почтой для внутренней коммуникации. Служба информационной безопасности компании в какой-то момент пришла к выводу, что необходимо сосредоточить всю внутреннюю коммуникацию в одном месте, в мессенджере. То есть все корпоративное общение будет изолировано и хранится вся переписка, данные переписки на серверах самой компании с ограниченным доступом. И Frisbee, да, предоставляет такое решение, обеспечивая безопасный доступ и общение внутри мессенджера для пользователей данной компании. При этом все необходимые и важные функции, присутствующие в публичных мессенджерах, будут доступны для пользователей компании в рамках корпоративного решения. Как происходит подключение компании к мультисерверному решению? Ну, во-первых, нужно определиться, на чьей инфраструктуре будет развернут сервер мессенджера. Есть несколько вариантов. Это может быть инфраструктура клиента, либо же мы можем развернуть сервер мессенджера в Яндекс.Облаке, либо в любом другом облаке. Если же сервер будет располагаться на инфраструктуре заказчика, тогда необходимо уточнить планируемое количество пользователей и, соответственно, сделать расчет предполагаемой конфигурации. Наша команда предоставит полную информацию для характеристик железа клиента. Также стоит отметить, что почти весь процесс работ по разворачиванию и настройке инфраструктуры клиента мы берем на себя. В перечень работ будет входить разворачивание dbrain платформы в кластере, разворачивание и настройка сервисов Frisbee, разворачивание бэк-офиса, настройка видеоконференц-связи, тестирование и так далее, и так далее. Я добавлю для наших зрителей, dbrain платформа — это платформа контейнеризации, это платформа нашей разработки о Cloud Atlas, и платформа dbrain является основой коммуникативной платформы Frisbee в том числе. И именно платформа dbrain отвечает за беспрецедентную отказоустойчивость и масштабируемость нашего мессенджера. Спасибо, Саш. У тебя про мультисервер, да, возможно, Саша продемонстрирует. Да, я, наверное, могу продемонстрировать нашим зрителям вообще, что представляет себя мультисерверность и как она выглядит. Вот пользователь сейчас, если вы видите мой экран, находится на экране авторизации приложения. У нас внизу есть
информационное сообщение, которое говорит о том, что вы заходите на сервер Frisbee. Для того, чтобы пользователю перейти на какой-то другой сервер, ему необходимо нажать кнопочку «Изменить сервер», ввести код организации, это могут быть как цифры, так и, не знаю, буквы, словосочетания какие-то, и нажать кнопку «Сохранить». После того, когда он нажмет кнопку «Сохранить», у него сразу же изменится название сервера, например, введу 123, но, к сожалению, у нас сейчас нет такого сервера, чтобы мы ввели с названием. Мне просто поступит информация, что такой сервер с таким кодом не найден, но вообще пользователь сразу поступит, перейдет на новый сервер и введет свой номер телефона и окажется в том же самом приложении Frisbee с тем же самым набором функционалов и обновлений. По демонстрации, в принципе, здесь все. Дальше, наверное, передам слово. Подытожила. Соответственно, мультисерверность применима в случае организаций, которые уделяют особое внимание к производительности, безопасности данных, отказоустойчивости и масштабируемости приложений. Это могут быть компании из финтека, большие корпорации, медийные компании, облачные провайдеры. По сути, те компании, где обеспечение непрерывной доступности сервиса для коммуникации большого количества пользователей является критически важной. И добавлю, что не менее важна здесь и гибкость архитектуры для масштабирования в случае быстрого расширения пользовательской базы. Немножко забегу вперед, вот здесь по нашему блоку есть вопрос, как обстоят дела с масштабируемостью приложений, какая самая большая инсталляция у вас. И я отвечу на этот вопрос. Одна из самых больших инсталляций, у нас более 70 тысяч пользователей, и масштабируемость приложения не составляет труда именно благодаря нашей архитектуре. И также добавлю, что для организаций, которые хотят подчеркнуть свой статус и иметь отдельный собственный корпоративный мессенджер под собственным названием, мы предлагаем возможность уникального брендирования платформы под вашим наименованием, мы брендируем платформу под брендбук организации, добавляем логотип, уникальное название, цветовую палитру, а также выпускаем отдельное приложение в маркетах под индивидуальными наименованиями. Кастомизированная версия позволяет использовать все функции мессенджера без ограничения и даже больше. Саш, а расскажи, пожалуйста, про модель реализации платформы, которая бы подошла для небольших и средних компаний, которые хотят использовать защищенный корпоративный мессенджер и пользоваться удобным отдельным кабинетом администратора, но при этом не располагают собственными ресурсами для его развертывания. Да, это речь идет в данном случае о мультитенантном решении. Мультитенантность — это решение, которое позволяет различным компаниям использовать продукт, также использовать продукт Frisbee Messenger, иметь свой собственный бэк-офис и при этом хранить все данные на сервере Frisbee. Также можно рассмотреть на примере компании. Например, имеется компания B, в которой работает около 200 сотрудников, и они также пользуются в своей повседневной работе общедоступным мессенджером, например, Telegram. В какой-то момент владелец компании приходит к выводу, что для оптимизации процесса работы также необходимо сосредоточить всю коммуникацию в одном месте. И в этом случае экономически целесообразным будет мультитенантное решение для компании, поскольку это позволит сэкономить деньги на разворачивании и настройке собственного сервера, инфраструктуры, закупки оборудования и так далее. Также позволит сэкономить деньги, поскольку не нужно будет нанимать IT-персонал, команду, которая будет поддерживать, мониторить собственный сервер мессенджера, инфраструктуру, сеть. Это все будет уже включено. Как устроен принцип работы мультитенантности? Все мультитенантные решения работают на инфраструктуре одного базового кластера Frisbee. При этом все компании-заказчики, работающие с этим кластером, для них выглядит так, будто каждый из них работает со своим собственным сервером мессенджера.
Для входа в приложение используется апплик Frisbee, который можно скачать с маркетплейса. Для входа в бэк-офис используется общий веб-адрес. Стоит также отметить, что клиенту, заказчику мультитенантного решения, да, не стоит беспокоиться о масштабируемости, заботиться о том, что увеличилось количество пользователей, не хватит... Что хранение данных у нас да, также, что закончится хранилище. Хранение данных, что закончится, да. Мы гарантируем масштабируемость, и компания-клиент может спокойно развиваться, добавлять новых пользователей, добавлять контрагентов, партнеров своих, вести общение по бизнесу в рамках мессенджера. Мы гарантируем, что на любые возросшие нагрузки мы обеспечим ресурсы для бесперебойной работы. И быстро отреагируем. Да, и быстрее. Также хочу добавить, что все, что сейчас у нас демонстрировалось, это приложение наше Frisbee, наш бэк-офис, это все было на отдельном мультитенанте, развернутом на нашем сервере. То есть, как вы видите, все наши урлы, они совпадают с урлами, которые используются у нас в приложении самим Frisbee. И для нового потенциального клиента все будет выглядеть как это отдельная сущность, отдельное пространство, где он может уже все в рамках своей фантазии творить, скажем так. Соответственно, из нашего разговора следует, что в зависимости от потребностей и возможностей коммуникативная платформа Frisbee может стать эффективным и удобным инструментом для рабочей коммуникации самых разных компаний. То есть в случае с мультисерверностью это история для компаний, которые хотят иметь отдельный сервер, на котором будут храниться все данные, а возможно и собственное приложение с отдельным названием для мессенджера. В то время как мультитенантность позволяет компаниям избежать больших затрат на развертывание инфраструктуры, на закупку сервера и позволяет использовать облачный сервер Frisbee. При этом оба подхода способствуют оптимизации внутренней рабочей коммуникации в рамках компании и обеспечивают безопасный доступ и удобное общение внутри мессенджера. Я думаю, что мы можем перейти к обсуждению темы лицензирования Frisbee. И расскажу о том, что мессенджер у нас лицензируется по пользователям. В случае с мультисерверной реализацией платежи клиента – это разовый инсталляционный платеж, лицензионный платеж за каждого пользователя и ежегодная техническая поддержка. Если клиент хочет собственное приложение и брендированный мессенджер в рамках кастомизации, ему необходимо также единоразово оплатить данную услугу. Лицензионный платеж может быть ежегодный, то есть подписка на год, либо клиент может приобрести бессрочную лицензию и далее оплачивать только ежегодную техническую поддержку. В случае с мультитенантностью в рамках платежа за услугу клиент получает следующее: серверные мощности, хранилище, техническую поддержку и, конечно же, сам мессенджер. Платежи могут быть ежемесячными, либо раз в год с 20% скидкой. Приятная новость для наших слушателей. До конца весны мы предлагаем приятный бонус новым клиентам. При условии общего количества пользователей не менее 500 мы дарим комплект из 20 годовых лицензий на коммуникативную платформу Frisbee. Для получения более подробной информации о лицензировании, стоимости, для расчета вашего индивидуального проекта, прошу обращаться к нам по телефону и почте. Они указаны на нашем сайте frisbee.chat, а также, полагаю, сейчас на ваших экранах отобразятся наши контактные данные. И таким образом я бы подытожила, что Frisbee обладает в первую очередь высоким уровнем безопасности данных, гибкостью настройки мессенджера и его административной панели,
Frisbee предоставляет инструмент удобной миграции с ваших текущих ресурсов и каналов коммуникации, предоставляет интеграцию с другими корпоративными инструментами, и самое главное, он удобен для пользователя. Мы в нашей компании сами пользуемся Frisbee, это наша идеология, да, пользоваться теми продуктами, которые мы создаем. И мы на самом деле считаем наш мессенджер очень удобным, user-friendly инструментом для ведения рабочей переписки и рабочей коммуникации. Так, сейчас мы посмотрим, есть ли у нас вопросы от наших зрителей дополнительные. И они есть. Для on-prem решения сервера могут быть собраны в кластер для горячего резервирования. Это вопрос. Что по георезервированию? Могут ли сервера быть разнесены по площадкам территориально или сильно разнесенными? Да, я могу ответить. Могут. У нас используется наше кластерное решение DBrain платформа, и весь стек технологий у нас позволяет горизонтально масштабироваться даже в рамках геораспределенных данных. Спасибо, Саша. Давайте подождем еще вопросы. Уважаемые участники, пожалуйста, задавайте все интересующие вас вопросы. Мы здесь для вас, для того, чтобы ответить на те вопросы, которые порой нам приходят в форме обратной связи на сайте, либо где-то на конференциях, но мы отвечаем на них исключительно задающему их вопрос, человеку точнее. Было бы здорово. Валентность брома у нас спрашивают. Ребята, надо гуглить срочно. Кто-нибудь знает? Интересный вопрос. А может быть, на самом деле кто-то знает? Формат вебинара – это такая удобная площадка для того, чтобы ответить на максимальное количество вопросов, максимальное количество людей, интересующихся данной темой. Я сейчас погуглю. Валентность брома равна единице. 1. Да? То есть 1 свободный электрон на внешней орбите. Окей. Соответственно, сейчас вопросов нету. Уважаемые зрители, если у вас появятся вопросы после нашего вебинара, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, звоните по нашим контактным данным. Мы будем рады ответить вам, провести индивидуальную презентацию решения для вашей команды. Мы обязательно поможем вам адаптировать вашу коммуникацию рабочую под нашу платформу. И, конечно же, в рамках проектной реализации внедрения нашего мессенджера в компаниях мы делаем дополнительные интеграции, мы группой бизнес-аналитиков приходим к какому-то общему сценарию внедрения платформы и наиболее эффективного ее использования в той или иной организации. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. На этом у нас все. Спасибо. До свидания. До свидания.